Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, штормы сметают все на своем пути, и кажется, что стихия только набирает обороты. И все это произошло всего за один день. Ну а мы начинаем и переносимся на Ямайку. Вчера днем на Ямайку обрушился ураган Мелисса, достигший 5-й максимальной категории по шкале Саффира-Симпсона. Это самый сильный ураган, напрямую ударивший по острову за 174 года. В момент выхода на побережье скорость ветра достигала 295 км в час. По данным Национального центра ураганов США, это сделало Мелиссу одним из самых сильных ураганов, когда-либо выходивших на сушу в Атлантическом бассейне. Шторм стал самым мощным, затронувшим Ямайку, превзойдя ураган Гилберт с 1988 года. На западной и южной частях острова наблюдались катастрофические ветра, наводнения и штормовой прилив с подъемом уровня воды до 4 метров. Серьезно пострадали такие города, как Блэк-Ривер, Монтего-Бэй, Негрил и Кингстон. Там затоплены улицы, разрушены дома и прибрежные постройки. Повреждены линии электропередачи, в ряде районов полностью отсутствует электричество и связь. По меньшей мере 2 больницы в стране серьезно повреждены. По данным правительства, около 15 тысяч человек были размещены во временных убежищах. Около 25 тысяч туристов оказались заблокированы на острове, поскольку все международные аэропорты были закрыты. Многие туристы и местные жители находились в убежищах или домах, ожидая окончания шторма. К вечеру вторника было подтверждено по меньшей мере 7 смертей. 3 до выхода на берег и 4 от наводнений в округах Ханновер, Сент-Кэтрин и Сент-Элизабет. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как спасательные работы только начинаются. Сейчас ураган Мелисса ослабел до 4-й категории и уже покинул территорию Ямайки. В ближайшие часы, смещаясь к северо-востоку, он выйдет на сушу на востоке Кубы. Там уже эвакуированы более 500 тысяч человек. Первый серьезный снегопад и последовавший за ним гололед принес охотоморский циклон на юг Камчатки. Погодные условия резко ухудшились в ночь на вторник. Мокрый снег, переходящий в дождь, а затем в гололедицу, сделал дороги особенно опасными. За ночь выпало до 15-20 сантиметров снега, из-за чего на дорогах произошел транспортный коллапс. Пробки растянулись на километры, а количество аварий выросло в разы. По данным ГИБДД, только в Петропавловске-Камчатском зафиксировано более 50 ДТП за сутки. Не лучше ситуация и в пригородах. В Елизовском и Мельковском районах снегопад парализовал движение общественного транспорта. В Вилючинске и Усть-Камчатске гололед привел к опрокидыванию 2 фур. Движение на трассе Р-475 было ограничено. Дорожные службы региона активно работают над устранением последствий непогоды. Однако в условиях продолжающегося снегопада их усилия не всегда успевают за погодными изменениями. В связи с непростой дорожной обстановкой Госавтоинспекция Камчатки обратилась к водителям с настоятельным призывом соблюдать дистанцию и скоростной режим. Вечер понедельника превратился в испытание для 16-миллионного Стамбула. Мощный ливень с грозами обрушился на город, превратив центральные улицы в озера и вызвав хаос на дорогах. Ливень длился более 2 часов, за это время выпало от 40 до 60 миллиметров осадков. Центральные районы пострадали сильнее всего, вода хлынула в низины, затопив туннели, метро и жилые кварталы. Потоки воды унесли десятки автомобилей, пробки на дорогах растянулись на 10-15 километров. От наводнения пострадали сотни домов, затоплены подвалы или гаражи. Сильный ливень и гроза привели к сбоям в работе главного аэропорта Стамбула. Несколько самолетов не смогли приземлиться и были вынуждены кружить в небе, ожидая улучшения погодных условий. Вечером гроза достигла своего пика, молния ударила в строящийся Стамбульский финансовый центр.
По данным Главного управления метеорологии, в течение суток по всей Турции было зарегистрировано до 20 тысяч ударов молний. Метеорологи объявили желтый уровень погодного предупреждения для Стамбула и еще 9 провинций. Сегодня городские службы работают в усиленном режиме, продолжая устранять последствия ливней. В Таджикобадском районе Таджикистана, недалеко от села Софидоп, от ледника на вершине Исмаили-Самани откололась крупная часть и сползла вниз по ущелью. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, длина отколовшегося участка составляет около 2 километров, высота 25 метров, а ширина 150-200 метров. Объем льда оценивается в 7-10 миллионов кубометров. Это как небольшой айсберг, сползающий по склону. Ледовая масса устремилась вниз по ущелью реки Абихинго, но, к счастью, не достигла населенных пунктов, остановившись в 5-7 километрах от Софидоби. Жертв и серьезных разрушений нет, однако специалисты предупреждают, что из-за сильных дождей и возможных новых сходов ледника сельское хозяйство в селе Гулярес может оказаться под угрозой. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. В округе Квали на побережье Кении во вторник потерпел крушение небольшой самолет с туристами на борту. Авиакомпания Mombasa Air Safari подтвердила, что в результате катастрофы погибли все 11 человек. Самолет Cessna Caravan, следовавший из популярного прибрежного курорта Диани, направлялся в национальный заповедник Масаи Мара. Авария произошла в холмистой лесистой местности, примерно в 40 километрах от взлетно-посадочной полосы Диани. По предварительным данным, причиной крушения могла стать плохая погода, в районе происшествия шел сильный дождь. Погибли 8 граждан Венгрии, 2 граждан Германии и кенийский пилот. На месте крушения работают кенийские спасательные службы и правоохранительные органы, расследующие причины случившегося. Вулкан Фуэго в Гватемале вновь напомнил о себе серией взрывов и выбросов. Несмотря на постоянную высокую активность, характерную для этого вулкана, наблюдатели отмечают необычайно мощные взрывы и схолы пирокластических потоков за несколько последних дней. Фуэго известен своими почти постоянными извержениями, которые происходят с периодичностью каждые 15-20 минут. Это один из самых активных и опасных вулканов в Центральной Америке. Власти призывают жителей, проживающих вблизи вулкана, а также туристов, проявлять осторожность и следить за официальными предупреждениями. Пирокластические потоки представляют собой одну из самых серьезных опасностей, связанных с Фуэго, так как они перемещаются с высокой скоростью и несут с собой высокую температуру и пепел. Древний город Хуйан в провинции Куангнам во Вьетнаме оказался в эпицентре масштабного наводнения, вызванного рекордными проливными дождями. Стихийное бедствие, обрушившееся на центральный Вьетнам 28 октября, привело к затоплению обширных территорий и массовой эвакуации туристов и местных жителей. По данным автоматической станции в районе горы Батьма, расположенной рядом с Хюэ, за сутки выпало 1740 миллиметров осадков. Это самое большое количество осадков во Вьетнаме за сутки и второе по величине в мире после 1825 миллиметров, зафиксированных французской станцией мониторинга погоды в Индийском океане в январе 1966 года. Наводнение охватило площадь около 4 квадратных километров, уровень воды в некоторых местах достиг 3,5 метров. Более 9 тысяч человек оказались в зоне бедствия. Древний город Хуэан превратился в сеть затопленных улиц, по которым люди передвигаются на лодках. Наводнение нанесло серьезный удар по туристическому сектору. Около 25 тысяч туристов были заблокированы на острове, множество отелей оказались затоплены. Под угрозой оказалось также уникальное историческое наследие Хуэана. Оценку ущерба древним постройкам и памятникам еще предстоит провести. В условиях быстро прибывающей воды власти вынуждены вести экстренную эвакуацию. Сотрудники отелей, расположенных рядом с рекой Тубон, оперативно вывозят своих постояльцев в более безопасные районы. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ситуация может ухудшиться.
В Чернобыльской зоне отчуждения замечены собаки с синей шерстью. Это вызвало обеспокоенность среди наблюдателей и экспертов. Первыми необычный окрас у животных заметили сотрудники некоммерческого фонда Clean Futures Fund, которые заботятся о популяции бездомных собак в зоне отчуждения. Специалисты фонда сразу же опровергли версию о том, что необычный окрас является мутацией, вызванной радиацией. В организации подчеркнули, что собаки, несмотря на странный цвет шерсти, выглядят очень активными и здоровыми. Наиболее вероятной причиной синего окраса считается контакт с химическими веществами. Это могло произойти, когда собаки контактировали с краской, остатками промышленных химикатов или другими материалами. На вулкане Мерапи в Индонезии зафиксирован пирокластический поток, который сошел по склону в сторону верховья реки Красак. Согласно данным мониторингового поста вулкана Мерапи, за 172 секунды поток преодолял расстояние около 1500 метров. Уровень опасности вулкана Мерапи остается на прежней третьей отметке. Это означает, что вулканическая активность сохраняется на высоком уровне. Власти и Центр исследований и разработки геологических катастроф в Джокьякарте призывают жителей и туристов воздержаться от любой деятельности в опасной зоне. Калининградский янтарный комбинат объявил о добыче крупнейшего за последние 4 года самородка. Уникальный солнечный камень весом 2 килограмма 374 грамма получил имя «Рекордсмен». Находка стала символом успешной работы предприятия, которое в 2025 году поставило амбициозную цель по добыче 700 тонн янтаря. Самородок был обнаружен 23 октября в Приморском карьере, где ведется промышленная добыча янтаря. Найденный камень имеет насыщенный ярко-желтый цвет с небольшими разводами. Как отметили эксперты комбината, благодаря сколу, появившемуся при добыче, можно увидеть внутреннюю структуру и цвет минерала. Рекордсмен провел миллионы лет в толще голубой глины, что обеспечило идеальные условия для его сохранности. После прохождения обязательной государственной экспертизы уникальный камень будет выставлен на торги. Для ценителей и коллекционеров это станет шансом приобрести действительно исключительный образец. В районе перевала Арльберг в австрийских Альпах зафиксированы рекордные для этого времени года снегопады. За несколько дней мощный циклон принес до 80 сантиметров снега, превратив горные склоны и деревни в настоящую зимнюю сказку, хотя до календарной зимы остается еще больше месяца. По данным метеорологов, снегопады в наибольшей степени затронули центральную и северную части швейцарских Альп, а также соседние регионы в Австрии. Несмотря на красивый пейзаж, ранний снегопад вызвал серьезные проблемы на дорогах. Местные власти были вынуждены ввести ограничения на движение. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.